Ребят, всем привет. Ну, как бы продолжаю тему. Во-первых, первое, что я хочу сказать, там ребята пишут, что жалко Гольфа, там, вот, ну, конечно, мне его самому жалко, вот, но я выставил цену такую, поставил за нее $2200. Я думаю, что, ну, машина это стоит этого, потому что кто следил за каналом, то знает, какая у него история. Вот, машина ухоженная. Есть небольшие, конечно, нюансы, но, судя по рынку, то средняя цена это где-то около $2000. И понеслась, значит, перекупы пишут, там я возьму, куплю за 1000, ничего не смотря, не звонят, только пишут. Я больше там вообще не отвечаю ни на какие сообщения. Вот. Почему? Потому что, ну, им не интересна эта машина. Вот мне хочется продать такому человеку, которому эта машина будет интересна. Это первое. И тогда можно и поторговаться, и о чем-то где-то и что-то уступить. И вторая ситуация. То есть цену я сбивать пока не собираюсь. Вот, поэтому я думаю, что Гольф будет стоять еще долго. И если он будет... Ворота немножко закрою. Если он будет стоять еще пока, то и, соответственно, еще будут и ролики. И вторая ситуация. Гольф не умирает, да, Гольф как бы переходит к другому владельцу, а опыт пропить, говорят, невозможно. Можно все что угодно, значит, потерять, все что угодно, значит, там, ну, вот как есть такие поговорки или пословицы, да, но опыт, он в голове, он остается, знания, они никуда не пропадают. Поэтому можно задавать вопросы, можно, и на которые я буду отвечать даже в этих видео. Ну, и я могу, короче, как бы и испытываю желание, если вы даже будете задавать эти вопросы, у меня будет, значит, стимул отвечать на какую-то тему. Еще одна ситуация. Значит, здесь еще пока стоит мотор, который тоже будет продаваться. Поэтому какие-то, если возникают вопросы, связанные там с моновпрыском, где что, как, что делать там, да, вот. С ГРМом, как поменять ГРМ, когда я объяснял, что не надо никаких меток выставлять, можно запросто это все дело поменять. И, ну, что еще можно там, каким образом, например, там вообще он меняется, да, то есть что разобрать сначала надо, что снять. Ой, так, что еще мы можем тут посмотреть? Ну, я не знаю, там, кстати говоря, мы еще попытаемся померить здесь компрессию, то есть вот будет интересное видео, я тут придумал кое-какую, но пока просто не хватает не хватает, точнее, времени, вот, на все, да, то есть я буду снимать, ну, пока мне надо вот кое-какие нюансы сделать по своей новой, так скажем, машине. А по ней, значит, я вот сейчас занимаюсь, вот интересная тема такая получается. Значит, вот видите, чтобы поменять вот эти вот амортизаторы, я, конечно, немножко заглупил, хотя здесь есть небольшой косяк. То есть вот очень много ржавчины вот здесь, вот видите, да, поэтому вот этот шарик отсюда с этих, значит, амортизаторов он не слазит. Ну и, соответственно, не слазит там. А там это все хозяйство, оно стоит на заклепках, да, то есть, ну, оно как бы, может, не заклепки, с той стороны, может быть, на какие-нибудь гаечки есть, чтобы это все открутить. Будем пытаться здесь вот вообще как-то, ну, как-то, я не знаю, может, разрезать, расслабить металл. А сглупил я, значит, в том плане, что я купил точно такие же. Но это вот опять же, это вот к этому моменту, что, значит, надо учиться и набираться опыта у каких-то людей. Вот видите, я купил точно такими же фиксаторами. Сейчас покажу вот такой вот фиксатор. Какая-то проволочка там. И и часть одного из фиксаторов этих проволочки, он стоит прямо там вот внутри. Вон там вот, если вот видно, да, сейчас покажу. Вот. Резкость такая. Вот. И, видимо, он когда закоревает, он просто-напросто, значит, его снять невозможно. Он теряет подвижность, и все. А в чем заключается поиск знаний? А поиск знаний заключается в том, что, может быть, стоило, значит, заказать с другими фиксаторами, с другими креплениями. Ну, например, как вот стоят, допустим, даже в том же самом Гольфе в крышке. Я не помню, есть ли у меня тут старенький амортизатор. Сейчас я посмотрю так быстренько. Ну, скорее всего, я, наверное, не сохранял. Да, вот здесь вот обычно я сюда вот это вот все ложаю. Ну, вот там что-то какая-то лежит, а больше там ничего нет. Вот, ну и хорошо. Нету хлама, это очень хорошо. Еще чем я сегодня, значит, занимаюсь уже по этой машине. Я сегодня, а вы знаете, что я за машиной следить люблю, да? Я сегодня, значит, раскупорил аккумулятор.
И сейчас буду проверять плотность и, ну, и состояние его заряда. Аккумулятор вроде бы как бы новый. Вот. Пока, правда, я не нашел, где тут, значит, его дата изготовления. Вот на моем топле, на том, там выбито прямо. А это аккумулятор белорусский. Где тут дата, когда он выпущен. Ну, пока откручивать и снимать не очень охота. Хотя, подождите, ребята, вот, кажется, я его нашел туда. Вот, да, смотрите, 20-го. Ну, так. Значит, 20 января 24 года. Вот здесь вот выбито вот цифры. Ну вот, аккумулятор уже год. Поэтому вот стоит, значит, взять зарядочку, поставить на зарядку, наверное, пускай поколбасит все равно. И плюс померить плотность. Что мы сейчас и сделаем. Вот такая вот у меня зарядка тут. Ну, такая вот с Валбериса, по-моему, покупал. Ну, одна зарядка у меня дома. Ух ты, там что-то упало. А ничего страшного. Ничего сильно. Что-то там грохнулось. Ну, ничего страшного. Вот здесь мы ее поставим. Так. Я купил эту зарядку для гаража. То есть, дома у меня одна есть зарядочка, а это вот в гараж. И по инструкции эта зарядка, значит, сначала вешаются клеммы. Какие-то там сейчас новые, получается, как бы правила. Ну, потому что они уже не трансформаторы, они уже импульсные, эти зарядки. Поэтому там, наверное, какие-то есть свои нюансы. То есть вот повесили клеммы. Видите, она сразу загорелась. Показалось, что зарядка у нас типа полная. Но мы включим и померим плотность. Пускай поработает. Страху от этого никакого не будет. Вот мы сейчас ее сюда воткнем. И посмотрим, что она нам выдаст. Что-то мешает там. Не могу понять. Вот так. Все. Вот видите, когда включили, зашумело и показывает, значит, у нас, что у нас показывает? У нас показывает где-то 7 ампер. И идет заряд. Берем ареометр наш и пойдем измерять, что у нас там по плотности. Вот так вот тут через провод приходится прыгать теперь. Машина стала большая. И приходится тут как сайгак скакать. Не, ну это шутка, конечно. Еще там места очень много. То есть вот я посмотрите, машина где-то сантиметров на 30, наверное, длиннее, на 40 почти, наверное, по-моему, длиннее, чем гольф. Ну вот она так вот стоит. И сзади мы вот наблюдаем, просто у меня тут, видите, еще мотор просто. Вот сзади есть место. Ну и вот спереди, перед воротами, тоже вот здесь вот оставил я, ну вот столько вот места, да, то есть как бы нормально, по бокам хватает. Просто вот сейчас вот натянут провод и приходится здесь прыгать. Ну посмотрим, что у нас творится. Так. У нас тут есть... О, друг, ты не заряжен. Да, ты не заряжен. Где-то 1,21. Ну, для лета еще куда. В общем, прежние хозяева, ну, на лето, может быть, оно и куда не шло, оно нормально было. Они вот как бы на зиму его не заряжали. Посмотрим, что во второй баночке у нас. Так, тоже сейчас наберем. Ну, и я вижу, что то же самое, даже еще меньше. Вот. Ну и дальше, ну ладно, я еще сейчас вот третью посмотрю. Пускай он колбасит. Ну, это то же самое, 1,2. Все. Все понятно. Как бы. Сейчас посмотрим уровень. Мы еще сам уровень посмотрим. Так, это пока сюда. И вот мы видим, да, что заряд, вот, ну, на зарядке идет. Идет заряд. Ток немного упал, конечно, но вот его надо подколбасить. У меня вот есть 2 дня. 2 дня я буду в гараже. Так. Заниматься здесь. Вот. И, значит, будем
его гонять. Сейчас пойдем посмотрим, что у нас там, значит, по уровню. По уровню электролита. Так, первая банка. Ну, хватает там, хватает. Вижу нормально. Вот видно вам, да? Вот так вот. Вот, вторая там, индикатор третий, четвертый. В общем, по уровню электролита там все нормально. Так, одно дело сделали. Теперь, значит, что еще я хотел вам... вот что я вам хотел самое интересное сказать. Вот видите, за стеклом лежит, это значит справочка по прохождению техосмотра, и техосмотр я не прошел на ней. А какие косяки они мне написали? Ну, косяки не критичные. Значит, написали они, надо будет лезть и смотреть, где-то под, значит, в районе там глушителя, где, короче, район, где стоит хомут. Где-то сифонит. Ну, блин, плохо сжато или что. Короче, туфтень какая-то, так? Второе, значит, тут на передке стоят шипы, а сзади нет. И вот он сказал, либо все шипованную резину, либо, значит, выдирать шипы. Вот чем я и займусь, я их выдеру. Они мне нафиг не нужны. Вот, я всю жизнь проездил без шипов. Вот, цел, здоров, стаж вождения 34 года. И они написали, значит, фара. Мне кажется, что не написал он, правда, какая, но мне кажется, вот эта вот фара, правая, немножко задрана кверху. Вот, надо будет посмотреть, значит, где тут вообще регулировочка. То есть я пока вот еще как бы, ну, не знаю, я, по идее, регулировка-то должна быть как бы более в доступных местах, да, то есть регулироваться. И, ну, я как бы, так. Пока. Я не наблюдаю. Вот будем изучать эту информацию. А кто, значит, в курсе, как эти регулируются фары на Тойоте, да? То есть выше, ниже, как их поднимать. Ну, как бы я разберусь, конечно, сейчас посмотрю там еще получше. Вот. Где тут что? Ну, самому уже интересно. Как-то тут все это очень интересно сделано. То есть, ну, попробую их сам отрегулировать, то есть опустить, поднять. Вот, нет, подъедем на СТО, и пускай они мне, значит, это дело посмотрят. Так, вот я смотрю, что... ну, все нормально, да, это мне показалось. То есть, вот такие вот косячки не критичны, но техосмотр не пройден. И дали 20 дней, чтобы эти, значит, дефекты устранить. Сейчас возьмем кусачки, будем пробовать их вытягивать отсюда. Пока он там, значит, аккумулятор заряжается. Так, кусачки. Кусачки дело тонкое, Петруха. Одни есть, а вторые куда-то испарились. Неизвестно куда. В курсе куда. Все, знаю куда. Работал в бане и оставил. Взяли вот такие вот кусачки фирменные. Со звездочками с Евросоюза. Вот такие вот интересные штучки. Все, попробуем. Как это хозяйство сейчас пойдет выдираться. Вот так вот. Оп. Опа. Да нормально. Вот. Нормально. Вот так вот. Опа. Вон один, если видите, во втором ряду затесался. Не знаю. Достану. Чтобы... достал куда-то. Вылетел он. Отлично. Вот надо сесть. И вот так вот заниматься этой работой. Ну и, соответственно, значит, сейчас надо взять... Так, я это сейчас новый сюда положу. Вот, сейчас надо взять, поставить кружок на болгарочку. И как-то очень аккуратненько вот здесь вот прослабить шарик, чтобы его снять. Сейчас попробуем и это сделать. Вот, сейчас возьмем. Надо поставить побольше круг. Бо этот круг маловато и не достает. Вот так вот. И еще надо, наверное, все это хозяйство через удлинитель зарядить. Потому что тоже, чтобы не тянулся провод. Как говорится, вторая попытка.
Попытка. Ну, вторая попытка. Пока нам никаких успехов не приносит. Да. Ну ничего, будем пробовать. Надо там как бы аккуратно соблюдать, вот, чтобы не повредить ничего. Но, по крайней мере, я думаю, что все равно мы что-то сейчас достигнем. Так, ребят, я уже снимать не стал, показывать там уже досконально, как я это все делал. Ну вот смотрите, я вот, значит, сделал такой распил. И смотрим, там такая ржавчина, ну вообще трындец. Конечно, там закорел этот фиксатор, снять его невозможно. Но к чему это все хозяйство? Значит, сейчас мы вот с этой стороны точно так же будем, попытаемся снять. Так. А это говорит о том, что надо все-таки брать фиксаторы такие, как искать, ну, на таких пружинках, на зажимных. Оно гораздо проще, там пружинку это, во-первых, видно, ее можно снять, и даже как бы не заржавел этот шарик, оно работать будет. А тут вот, видишь, ржавчиной покрылся, вот там шарик сейчас тоже покажу, очень ржавый. И все, и вот закорело, и снять невозможно. Но мы сейчас посмотрим первым делом, значит, что мы купили, да, то есть вот обратим внимание. Так, ну а купили мы то, что нужно. В общем, оно все, копия подходит. Все супер, один в один. Так, все, значит, сейчас я низ снимаю. И вот обратите внимание, сейчас я вам покажу. Значит, вот в каком состоянии вот этот вот шаровый шарнир, очень ржавый. Вот, ну и почистить его как бы там сейчас попробуем. Немножко наждачкой, ну и, естественно, подмазать это все хозяйство. Ну вот смотрим результат работы. Какая красота.